Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи со Степаном Демурой по четвергам. И вот он в прямом эфире, как живой. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, ну тут действительно, вообще разобраться сейчас в тонкостях геополитики очень сложно. Будем это пытаться делать. Несколько, скажем так, орг-моментов. Друзья, очень важно сейчас ставить лайк на Ютубе, потому что он действительно выручает и спасает. Там меняются очередные алгоритмы. Совсем недавно прищучили как бы организацию, и они говорят, да, действительно, мы вот удаляли по поводу, как любит выражаться Степан Геннадьевич, чумки каналов, и по поводу выборов в 2020 году. То есть, да, цензуру уводили, но крест на пузе, больше этого делать не будем. Поэтому, друзья, давайте поможем Ютубу знать, что мы здесь. С вас лайк и, конечно, хороший добрый комментарий. Без этого никуда, только хорошие и добрые должны быть. И формат беседы, все очень просто. Начинаем с опроса чата трансляции и переходим потом, беседуем, и потом к вашим вопросам. QR-код, возможность задать вопрос вне очереди. Также клуб зрителей в телеграм-канале, закрытый клуб зрителей, там тоже можно задавать вопросы. И совершенно открыто в сообществе YouTube, если это заблаговременно. В чате трансляции все вживую в конце, в самом финале программы. Поэтому досмотрите до конца, это важно. Ну и, конечно, Степан Геннадьевич приглашает всех, и я вместе с ним, на семинары Степана Демуры. В общем, свежий семинар, ближайший 1 октября. Ссылка в описании к этому эфиру, поэтому переходите, интересуйтесь, и думаю, что много полезного узнаете. Ну, это так вот, орг-часть мы проскочили, теперь давайте по сути. Значит, Генассамблея. Обсудим все перипетии. Мне интересно даже, знаете, больше глобальный взгляд на все происходящее. Ну и попробуем сделать трепанацию политического черепа Трампа, потому что, кажется, там на подкорке, ну, в общем, зашевелилось многое. Причем я вспоминаю, когда писали в комментариях, вот, Демура говорит там, да, вот это все, вот это он, Трамп там сегодня сказал одно, завтра другое. После этой ассамблеи это вот прям стал аргумент для всей западной прессы. Ну и сегодня тоже как бы встреча с Эрдоганом нам показала. И вот в процессе этого всего Зеленский тоже как бы объект для изучения. Говорит, закончится война, и я уйду с позиции президента. В связи с этим вопрос. Откажется ли актер Зеленский от власти? Варианты ответов. Это не прописано в его роли. Да, он давно понял, что это не его. Если только предложат роль получше. И еще один вариант. Нет, не откажется, не хочет и будет до последнего хрипа. Ну, у руля или там то, что называется, вот, скажем так, властью и президентством. Степан Геннадьевич, давайте начнем с опроса, а потом плавно переместимся на геополитический уровень. Зеленский может взять и отказаться от власти? Нет, 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 нет. Власть означает для него физическое существование, на мой взгляд. Он не откажется, но здесь, на самом деле, на мой взгляд, есть еще, как вы говорите, геополитические рассмотрения, да, а именно его хозяев. В определенный момент, я думаю, он и Ермак, вот эта сладкая парочка, они перестанут выполнять элементарные функции, которые они должны выполнять, а именно поддерживать войну с Россией. Поэтому их, наверное, просто заменят. Ну, в прямом смысле этого слова. На что-то более такое патриотическое и вселяющее уверенность в завтрашнем дне для оставшихся украинцев. Мгм. Потому что эта парочка, судя по всему, с каждым днем теряет популярность. Несмотря на все потужные перемоги, которые он приносит стране. В общем, друзья, голосуйте и вы, очень интересно. Значит, сегодня встречался с Эрдоганом. Зеленский давал интервью, Эксиус, мы про Зеленского отдельно поговорим. С Эрдоганом встречался Трамп, да, в Белом доме, и, значит, тут такая метаморфоза произошла определенная. Он, во-первых, на этих рельсах, на которых был на Генассамблее, единственное, что скорректировалось, говорит, больше никого никогда не буду называть бумажным тигром. То есть что-то, видимо, в кулуарах произошло, и, видимо, шепнули Трампу, что, ну, старик, переусердствовал ты, потому что, ну, шибко потушно все было на встрече с Зеленским. Так вот, на встрече с Эрдоганом сегодня он опять разочарован Путиным.
Слушайте, а в какую игру сейчас играет Трамп? Сейчас все гадают по поводу этого. Одни говорят, что это Никакой игры. шоу, Никакой игры. цирк, что это специально Не, там. не, 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 не. Человек слабоумный, еще раз я говорю, это орбитофронтальный синдром, человек реально слабоумный. Ну, я просто для примера приведу, что брифинг ему делают в виде презентации а-ля Fox News. Вот у него внимания хватает на 1,5-2 минуты максимум. Человек, в принципе, не способен осознавать всю глубину глубин любого вопроса. Поэтому так и происходит, что он всегда несет то, что он услышал от последнего, с кем он общался. Общался он, скажем так, то, что говорил Трамп во время, например, встречи с Зеленским или после даже встречи Зеленского, это практически он повторил слова Келлога, генерала Келлога, по поводу бумажного тигра, там, возможности Украины что-то вернуть, куда-то победить, дойти до Москвы и тому подобное. Ну, по сей потому что, насколько я понимаю, в Белом доме произошел такой мини-куб, да, Рубио, они в паре с Натаньяху, такие неоконы махровые, они отжали, в принципе, всю внешнюю повестку от всех остальных, в том числе и от Венса и Виткофа. Рубик, на самом деле, еще у нас выполняет, если вы не знаете, не в курсе, функции советника президента по безопасности, что просто умиляет, потому что у него, с одной стороны, есть Госдеп, с другой стороны, еще такие функции на него наложены. Единственный человек до него, кто совмещал эти должности, это был Киссинджер. Но то, как говорится, был Киссинджер. Это Рубик. Поэтому произошло, на самом деле, то, что, на мой взгляд, должно было произойти. То, что говорилось, Трамп там побубнит, но внешняя политика империи – это внешняя политика империи. И произошло ровно то, что произошло с ним и в первый срок, а именно, что неоконы полностью его окружили, поскольку он по своим умственным способностям, я думаю, недалеко ушел от Байдена, по когнитивным функциям, скажем так. Неоконы полностью рулят всем, и то, что говорил Трамп, это не агент Краснов боялся быть раскрытым, а он говорил то, что он реально в тот момент думал, и то, что ему сказали. Что-либо от этого поменялось, на мой взгляд, ничего, ровным счетом ничего, потому что Путин его разочаровал, поэтому вот Путину и Зеленского не так друг друга сильно не любят, что им нужно в песочнице дать подраться. Это мы все проходили, ничего не поменялось, пусть Путин воюет с Зеленским. Из Европы Америка ушла, из конфликта она ушла, как и говорилось, она уйдет. Путин, во-первых, дал ему такой шанс, дал Америке такой шанс проиграть с высоко поднятой головой. Теперь это не их война, это война Зеленского и Европы, однозначно. Это было заявлено практически во всеуслышание. И, во-вторых, существуют договоренности между Трампом и Путиным. Условно между Трампом и Путиным. Договоренности, что да, вот сливаем Украину через ВСУ, через войну. Воюй, Вова, воюй. И договоренности, я думаю, никто нарушать не посмеет, потому что Трампу сделали очень большое одолжение с прекращением 12-дневной войны, когда иранцы согласились перестать уничтожать Израиль. И за этими договоренностями стояли уважаемые люди, которых Трамп уже один раз кинул, как я много раз говорил, второй раз, я думаю, кидать он побоится. Поэтому, по большому счету, за исключением риторики, на мой взгляд, геополитическая ситуация не изменилась от слова совсем. Единственное, что обидно, практически вбили последний гвоздь в гроб Украины. Потому что понятно, чем закончится эта война и дальнейшее улучшение переговорных позиций со стороны Украины. Не станет ее и все. Смотрите, тут же такой момент, такой достаточно специфический. Значит, Трамп говорит, давай, отвоевывай границы 91-го года, вперед. Да. И даже уйди дальше, там можно в Москву сходить походом. Да. Но меня беспокоит другой момент. И здесь слабоумием Трампа или каким-то... Это не слабоумие, это практически с точки зрения, на мой взгляд, извините, что перебиваю. В общем, да.
Ну, это просто вот такое расстройство психики и когнитивных функций. Все. Ну, такой Смотрите, человек. это нет, это не объясняет. Даже если такой человек, я помню, про Байдена тоже говорили, такой человек, Не, ну, там вообще овощ, деменция вот, конкретно. понимаете, то есть слабоумие, назовем это так, не оправдывает, ровно как и другой, ну, тоже ваш любимый тезис о том, что, ну, там, вырождение элит, советники, вот это М, все, ну, как бы черти чем занимаются, непонятно кто, вот это советуют, не разбираются в тематике, Да, абсолютно. да, да. Это не отменяет элементарного. То есть Зеленский может приехать, начесать Трампу, что мы там 360 квадратных километров отвоевали, Это не он написал, это не он а написал, тот сказал, это Келлог. елки-палки, отвоевали 360, так иди Это на Келлог. Москву. Это Келлог, это Келлог. Келлог не зря отрабатывает свои киевские деньги. Это Келлог, Руби, потому что, скажем так, цель нанесения, как они говорят, стратегического поражения России никто не отменял. И еще раз я повторюсь, что я более чем уверен, что то, что говорил Трамп, и о военной машине России, и о способности продолжать войну с точки зрения экономики, это вот они в это свято верят. Ну что, Россия разваливается, экономика. Да, она почти уже развалилась, нужно только еще один раз нажать здесь, там и там. И вот она развалится, все. Кровавый режим падет. Кроме шуток. Кроме шуток, и еще раз, я уже это говорю, вот, ну, не один год, оно так и есть. Это официальная политика Запада, которая притворяется в жизнь. Причем те факапы, которые с ними случаются, например, в том же Иране, их не останавливают. Они продолжают проводить эту политику. Интересно, что Лавров, выступая сегодня на Генассамблее, там же понятно, что там не один день, да, хотя все, собственно, уже перестали следить за Генассамблеей после выдающегося выступления Трампа. С отключенным телепромтом. Вот чувака несло. Вот. Смешались в кучу кони люди. Главное, дайте мне Нобелевскую премию мира. Я прекратил 7 войн. Я бы на месте албанцев серьезно напрягся. Как мы тоже с кем-то воюем, да? Да, Ну, прошу прощения, это но это как в день, ржака была. это как в день, день выборов, да, по-моему, Да, там Боливия, Ливия, Боливия, там, кого будут бомбить американцы, да. Ну тут, смотрите, тут же, кроме прочего, да, кроме шуток, это выдающийся день, немножко потужности добавил день следующий, и Зеленский, правда, конфуз случился на едином телемарафоне, дорисовали зал, да, ну, пустой был, да. чтобы полупустой зал, там были люди. Я шутил у себя в телеграм-канале, многие так шутили. Ну что, нет, это серьезно, восприняли за чистую монету. Ну, ребята, а чем тогда мы отличаемся от Северной Кореи, где у них там выигрывают чемпионаты мира по футболу, их команда сборная. Ну, много таких было ляпов в истории, да? Да, у них еще тайконавты на солнце высаживались не так давно. Ну, Ну, как, лет 10 назад. Да, нет, да. ну получается, правда, такой УНДР и Министерство пропаганды. Ой, некрасиво, что выступает с исторической, как Сибига заявил, речью Зеленский на Генассамблее, а там сквозняк, ветер гуляет, нет Не, никого. ну не просто историческая речь. Выступал же лидер свободного демократического мира. Так что, да, как-то к нему отнеслись люди без уважения, надо их наказать. Куда только СБУ смотрит. Нет, ну сегодня вообще была встреча самых демократических президентов, которых никто не выбирал. Это Джулани и Зеленский, понимаете? Вся разница в росте, да, один-два раза меньше. Так, внешность И одинаковая. подписали коммюнике, то есть предварительное соглашение, что дипломатические отношения будут восстановлены между Сирией и Украиной. Ну, это, конечно, потрясающая была картинка, тем более, что Джулани никто не выбирал, Зеленского выбирали, но очень давно, в 2019 году, и вот они, собственно, встретились на полях Генассамблеи. Я о Лаврове хотел спросить, все-таки. Он заявляет, что НАТО и ЕС воюют с Россией руками Украины. Значит, в ней участвуют прямо в этой войне. И это ведь было после встречи с Рубио, которая как бы, ну, была такой деловой.
Как вы оцениваете вот этот тезис, который появился после встречи с Рубио, и какие-то странные, загадочные беспилотники, кружащие над Европой? Ну, тезис правильно Лавров. Он сказал о договоренностях, что с Россией напрямую теперь воюют НАТО и Евросоюз. Потому что в начале срока Трампа Рубио говорил, что американцы ведут прокси-войну с Россией руками Украины. Теперь американцы больше не всплывают, поскольку они вышли из конфликта. Поэтому Лавров просто подтвердил некоторые договоренности, достигнутые, я думаю, еще до Аляски. А беспилотники, а черт его знает, что у них там летает. Я не знаю. Летят что-то, огоньки мигают, поворотники включают. Вообще, я просто себе вот представил, да, вот такая фигня, скажем, появится над Россией, ее тоже собьют нахрен. А эти все, ой, как они сказали норвежцы, мы не можем их сбивать, пока не будем уверены, что никто не пострадает, в том числе и животные. Ну ладно, хорошо. Я, честно говоря, ну, правда, они там приплели каким-то образом 3 торговых судна, которые так или иначе связаны с Россией. Это вот в первый раз, когда там закрывали аэропорты. Ну, вполне возможно, что в эту игру прикольно играть вдвоем. Не только Запад, но он тоже может. Сегодня беспилотники, завтра там, говорю, какие-нибудь хуситы на старом жирном сухогрузе что-нибудь по Лондону запустят сверхзвуковое. Ну, что хуситы с них делают? Ну, дикие люди. Так Украина это хуситы? Это американские хуситы, да. Европейские хуситы, вот. Нет, Ну, просто трубопроводы взрывают, понимаете ли, важнейшие трубопроводы взрывают, бомбят, вообще терроризмом занимаются. Ну, хуситы в чистом виде. А у нас есть йеменские хуситы. Ну, вот если сравнить их действия, да? Степан Геннадьевич, но вместе с этим вовсю, там Урсула фон дер Ляйен, Макрон, кстати, не так, как Урсула фон дер Ляйен, другие деятели европейские, вовсю, вот прям сегодня целый день обсуждается тема, а что делать, если вдруг российские самолеты залетят на территорию НАТО? Одни говорят, надо присмотреться к ним, может, что, просто пролетают мимо, может, к дождю. Другие говорят, вот, если будут атаковать, сразу сбивать. Третьи угрожают, прям будем сбивать. И вот это все мусолится, 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 мусолится. На фоне беспилотников кажется, что достаточно одного какого-то казуса Бейли, и правильно какой-то посол где-то, то ли в Италии, то ли в Испании, российский посол говорит, ну, если собьют самолет, ну, это будет война, ну, то есть военный акт. Все к этому Ну, готовится. турки в свое время тоже самолет сбили. Эрдоган же даже не изменился. Спокойно проглотили. Честно говоря, я думаю, что даже если собьют самолет, то реакция Кремля будет очень и очень такой сдержанной. По одной простой причине, что лягушку варят на медленном огне. Вот смотрите, сколько воплей было, там даже Трамп что-то истерил, писал, что эти варварские обстрелы Украины, бла-бла-бла-бла-бла. Варварские обстрелы не прекратились. Они даже усилились. Где-нибудь о них пишут в свободной прессе на Западе? Нет. Все привыкли. Дело, знаете, собака лает, караван идет. Поэтому я думаю, что реакция будет очень спокойной. Не потому, что нельзя ответить, как, например, в случае с Эрдоганом и Сирией, а потому что, одним пилотом меньше, одним пилотом больше, как считают в Кремле. Человеческая жизнь ничего не стоит. Ну вот, даже над французским Мурмиллион Легран кружили беспилотники непонятно, и говорят, что это как бы небольшие устройства, а не беспилотники военные, но тоже что-то кружило. Короче, знаете, вот это вспоминается «Не смотрите наверх», да, что все резко начали смотреть наверх, что над ними летает, и бить тревогу. На самом деле, помните, если не ошибаюсь, месяцев 6 была похожая ситуация в Нью-Джерси. Какое-то было нашествие беспилотников, даже по ним там американцы стреляли. Но официальные лица хранили молчание, и никто их не сбивал. И странная ситуация, может быть. На самом деле, ну ладно, Штаты, Европу понятно, они там такие своеобразные.
Но в Штатах-то вот у вас тут нашествие беспилотников в Нью-Джерси. Ну, ребят, ну надо бы их сбивать. Там нет, никто их не сбивал, люди снимали. Какие-то полицейские по ним пытались стрелять, американцы по ним пытались стрелять. Ну, и все. И тему закрыли. Вот, да, была там несколько дней эта тема, потом она куда-то исчезла. Никаких, на самом деле, официальных заявлений по поводу того, что о каких-либо результатах, каких-либо расследований не было. Хотя их было много, все их видели и задавались вопросами. Так и здесь, я думаю. Давайте оттолкнемся. Ну, на самом деле, вот если уж совсем не столько в конспирологию задаваться, я думаю, просто вот, начиная с Гербер в Польше, да, который, ну, явно запускали, на мой взгляд, украинцы, потому что этих Гербер валяется в Украине, как, простите, дерьма за старой баней. Была сделана провокация в надежде на то, что НАТО, вернее, не НАТО, США как-то отреагируют. Они никак не отреагировали. Причем та же Эстония на данный момент, насколько я знаю, никаких доказательств того, что на 3,31 нарушали воздушное пространство, не предоставил. Слово совсем. Единственное, на что они опираются на показания, по-моему, то ли 3 датских летчиков, то ли 3 шведских летчиков, которые сопровождали эти самолеты, что якобы мы были в воздушном пространстве Эстонии. Российская сторона все карты раскрыла, показала все данные с радаров, пожалуйста, анализируйте. Не были они в воздушном пространстве Эстонии, поэтому, может быть, это просто, на самом деле, часть такой большой провокации, которая сходит на нет, поскольку папочка не отреагировал. Папочка занят. Давайте о папочке поговорим, папочке Трампе, и о том, что из себя представляло его послание, да, ну вот к миру. Нет, ну понятно, что эскалатор не поехал, телесуфлер Вы заглох. лучше посмотрите на то, что представлял его твит после встречи с Зеленским. Это же явно не Трамп писал. Потому что большой набор слов, логически построенные предложения, которые не скачут с одной мысли на другую. Да, Я спросил из любопытства пустоту. Пустота сказал, описал ее этот Горка. Есть такой помощник по безопасности у Трампа, как же его, не Эммануэль, а вот такой хмырь. Хмырь интересен тем, что у него гражданство Британии, гражданство Израиля, а также он является официальным агентом Ми-6. И в первую администрацию Трампа он не попал по одной простой причине, что не смог получить разрешение от служб безопасности. Что, как так? Непонятный гражданин не американский. Тут у нас будет в Белом доме бегать и отвечать за какие-то вопросы безопасности. Но в этот раз спокойно его туда засунули. Это он писал. мгм. А, Вообще, А конечно, выступление Трампа, ну, нет, подключили телепромпт и вообще, полилось. И смотрите, полилось. нет, вообще, конечно, я с вами согласен, что деланный Трамп был вообще весь день и с Зеленским, деланный. А что И значит деланный в вашем в, понимании мо- в данном в моем моменте? понимании это означает, что ему расписали роль, сценарий, и он исполнял. То А есть, может быть, э, я думаю, что там люди чуть поумнее, они его, скажем так, э, морально подготовили, вот, его ввели, скажем так, в определенный настрой. Ему немножко подкорректировали отношение к вещам некоторым в мире. И вот его, я думаю, какое-то время готовили, так корректировали, направляли. Ну и вот его на пару дней хватило, да. Самое интересное, надо серьезно, вот все смеялись, да, вот уже не смешно. Подождем, я не знаю, 2-3 дня. Ну, может быть, он перестанет так обижаться на Путина, что он его так сильно подвел. но по Это только сути, смотрите, набор смыслов у него, в принципе, тот же самый. что и в Значит, первый раз был, да, да, ну, да. тот же самый. Там глобального потепления не существует. Вот правильно абсолютно. Понимаете, вот в чем ужас, что это такой клоун, вот он говорит правильные вещи, я имею в виду глобальное потепление, миграционная политика ООН, это замещающая миграция, вся эта зеленая повестка, вся эта бредятина. Но когда эти вещи говорит клоун, он их просто дискредитирует.
То есть у него что-то по сей день, у него в голове, грубо говоря, что-то осталось, когда он читал, скажем, может быть, один раз эту речь. Что-то осталось. Но периодически, там, через два-три предложения его снова несло на его собственное величие, да, что он прекратил 7 войн, вообще, где моя Нобелевская премия мира и тому подобное. Вспомните, например, речь, которую он толкал в Саудовской Аравии по телепромпту. Прекрасно написанная, прекрасно аргументированная позиция, какие великие арабы, там все сами, Запад плохой, империалистический и тому подобное. Ну, понятно, что он ее не писал. Потому что все последующие действия, они просто на Ближнем Востоке, они просто шли в разрез этой речи. Ну, и здесь, по всей видимости, ему написали речь, но дали прочитать. Он что-то запомнил. Ну, и хватало его на два-три предложения, потом он снова возвращался на круги своя. Что здесь что-то украли, и вообще я в Нью-Йорке, это мой город, я вас тут всех на одном месте вертел. Вот и все. Ну, смотрите, Брат сейчас про старый. Ближний Восток поговорим. Я просто на шаг назад. Кажется, что кто-то, ну, правда, есть какие-то люди, которые кукловодят Трампом. Почему? Да, да, очень Значит, легко. все как-то, знаете, как вот выветрилось. Хотя это действительно событие такого большого масштаба внутриамериканское. Это прощание с Чарли Кирком. А, Панихиду, ну там, где люди приходят разные, да, толкают речи, прощаются, превратили в грандиозное шоу. Но у, Практически предвыборное ралли. но у многих остались вопросы. Более того, последние дни нашли, откопали как бы из недр Голливуда такой фильм «Голоса змеи» называется. Его в 98 году Николас Кейдж играет. И там был очень интересный эпизод. Значит, по сюжету 10 сентября герой Николаса Кейджа Рик Сантора отправляется смотреть боксерский бой в Атлантик-Сити, в котором принимает участие боксер Тайлер по прозвищу Палач. Во время боя, помимо рядом с Кейджем выстрелом в шею, убивают политика Чарли Киркленда. И стрелком оказывается человек по имени Линкольн Тайлер. Значит, и поехали. Все в шоке. Совпадает дата, 10 сентября. Жертва политика, Киркленд, Кирк. Способ убийства, шея. Имена убийц. Линкольн Тайлер, к тому же Тайлер Палач. Ну, то есть, понятно, в реальности Тайлер Робинсон. И все как-то вот много задают вопросов по поводу всего происходящего и по поводу того, что, ну уж не шибко горевали. Наоборот, сбили в кучу свою, ну, как бы мощь политическую, республиканскую, и на этом трагическом, безусловно, событии сделали такое перерождение магии. Что вы думаете по Странно, что поводу никто этого? не обратил внимания на речь товарища Миллера. Она в один речь товарища Геббельса в 1932 году по случаю убийства коммунистами одного там немецкого студента. Один в один просто. Вот это была речь, да. Что мы всем отомстим, приходит шторм, грянет шторм, и вообще мы тут покрутим и закрутим. Ну, что сказать, вполне возможно, может быть совпадение. Но тогда еще, когда снимался фильм 98 год, э, усопший, он еще, по-моему, даже не родился. И, скажем так, чем больше я интересуюсь этим вопросом, тем на самом деле он становится все интереснее и интереснее. Потому что если первую кампанию для Трампа выиграл Стив Беннон, то вторую кампанию для Трампа выиграл как раз этот товарищ. Такой политический оперативник, очень талантливый, который взбудоражил, намотался по кампусу, взбудоражил магаистскую молодежь, которая пошла, прониклась идеями магаизма и пошла на выборы. Поэтому была такая высокая поддержка среди молодежи у Трампа, у консервативной молодежи, которые пошли голосовали. То есть он сделал практически, на мой взгляд, то, что в первый раз, вот первую кампанию Трампа президентскую, ну, не вообще первую, а когда он победил, сделал как раз Стив Беннон. Поэтому и на самом деле он мощно, давно, хорошо финансировался сионистским лобби. Потому что, еще раз, он был этим христианским сионистом и тому подобное.
Ну, в последние там 2-3 месяца что-то с ним произошло, что-то он стал от этой темы отходить, критиковал Израиль, приглашал вообще некошерных людей на свои сборища на кампусах того же Такера Карлсона, что считается, ну, это вообще, это харам. Просто харам у сионистов. А Такер Карлсон все сказал, по-моему, ну, кто с наибольшей долей вероятности стоит за его устранением. Кому выгодно, как говорится, задавайте вопрос. Те, кто кушает хумус. Ну, так он Да, сказал. те, кто кушают хумус. И привел в пример Христа. Но на самом деле, в общем-то, организация обречена. Его организация обречена, на мой взгляд, потому что почему сам Кёрк стал менять свою точку зрения? Ну, потому что точку зрения стали менять огромное количество его фанатов и последователей. Поэтому ему пришлось адаптировать свою точку зрения. Ну, он это сделал под флагом типа: я больше не протестант, сионист, я теперь правоверный католик, не подумайте. Потому что начала изменяться точка зрения, потому что, еще раз, когда вы транслируете геноцид 24/7 на все девайсы, у нормальных людей, большинство на самом деле белых американцев, более-менее нормальные люди, с психикой у них все в порядке, и с человеческими качествами, они начинают менять свою точку зрения. И сейчас, на самом деле, там у еврейского лобби, у сионистского лобби просто пипец полный. Они теряют избирателей. Они теряют людей, которые должны будут воевать за Израиль. Отсюда все эти потуги купить ТикТок, ну, вернее, его покупают. Уже в ТикТоке стали баниться все, что касается того, что в ТикТоке будут изменять алгоритмы выдачи, то есть блокировать вообще все, что касается Израиля и Палестины. То же самое сионистское лобби покупает этот самый MSNBC, и они покупают CNN. То есть они пытаются блокировать то, что уже нельзя заблокировать. Все уже, Джинни вышел на улицу. Поэтому его организация, она обречена в том смысле, что либо они следуют за изменениями в своей, скажем так, целевой группе, которых поддерживает, либо они исчезают. А если они следуют этим изменениям, то они лишаются финансирования и поддержки сионистского лобби. Все. Организация закончилась. Мгм. Что будет Домой. что будет с Палестиной, Степан Геннадьевич? Это ведь водораздел на этой Генассамблее. Трамп говорит, признание Палестины – это как бы награда вот этим хамасовцам, головорезам. А многие страны, вообще полмира, получается, признает и говорит, Там давайте. не полмира, там, по-моему, все страны, за исключением 10, признали. Вроде бы как, знаете, это обычное движение губ, да, бла-бла-бла. Но на самом деле, вот, конечно, Натаньяху, я всегда говорю, что он с башкой не дружит сильно. Что война в Газе, что, скажем так, он не организовал, он позволил случиться 7 октября. Позволил. Все больше и больше доказательств всплывает, в том числе и сейчас идет в Израиле разбирательство и показания солдат, которым были даны приказы отойти вглубь, грубо говоря, не мешать хамасовцам в их рейде. И потом надо помнить, что Хамас – это как раз создание товарища Натаньяху. Много раз он этим кичился, создавался Хамас в противовес Организации освобождения Палестины с одной простой целью, что посмотрите, какие Хамас террористы, разве можно с ними договариваться. Но Хамас, между прочим, в Газе было избранным, демократически избранным правительством. Правительство Хамас. Поэтому все, когда говорят, начинают говорить о том, что мы признаем Палестину как государство, но чтобы там не было Хамас, ребят, вы о чем говорите? Хамас, палестинцы – это самая популярная политическая сила в Палестине вообще, в том Нет, числе ну и там на. же как говорят, они ж потом расправлялись над своими соплеменниками, которые с Фатха, которые против них были, поэтому Нет, там были войны, дай Боже. Там были войны, дай Боже. Катар хорошо платил деньги. Моссад все дело курировал. Там все нормально было. Просто последние лет, наверное, 10-15 Хамас практически прекратил любые
террористические атаки, поскольку они просекли, что это не способствует их делу. Ну, не в этом суть, а в том, что пока что все это такие разговоры в пользу бедных, да, потому что, возможно, голосование, на самом деле, общей ассамблеи ООН по поводу, скажем, даже исключения или прекращения прав, временное прекращение прав Израиля в организации, возможно, голосование признания Палестины как отдельного государства с введением миротворческого контингента. Причем это голосование можно проводить так, что вето Совбеза невозможно. Есть прецедент, это Корейская война. Это Корейская война, есть такой прецедент. Но здесь, еще раз, это силы, когда соответствующие решат так сделать, они сделают. Пока что это все... Остановит ли это геноцид палестинцев? Нет. Израиль теперь вообще ничто не остановит, потому что Биби и кабинет, они уверены в своей полной безнаказанности, потому что реально Трамп у них в кармане. Им наплевать на все остальное. Главное, что Трамп был у них в кармане. Но американского избирателя они теряют. Среди демократов они уже по токсичности обогнали, политической токсичности обогнали украинцев. А среди молодых республиканцев та же самая ситуация. Ну, а республиканцы там 50 плюс пока что не особо поддаются. Но так по токсичности в целом среди избирателей Израиль обогнал украинцев по всем опросам. С чем я их и поздравляю. А это значит, они потеряют очень скоро американских политиков, несмотря на айпак и все остальное. Вообще, конечно, то, что вытворяет Трамп на Ближнем Востоке, это возникают вопросы. Даже вот сегодняшняя там с турецким президентом Эрдоганом встреча, там же какая история была? Просто там как все написали СМИ, а никто ничего не расшифровывает. Против Турции действуют санкции американские Да. за то, что С-400 покупали у россиян. Это санкции, они там узкие, оборонные, и как бы немножко тормозят они оборонную промышленность. На самом деле, если раскочегарить турецкую оборонную оборонку, да, то там небо будет жарко. И в принципе это уже точечно даже делается, потому что станки производства покупаются у Турции американцами, Да. думаетесь, и те там клепают снаряды и все остальное у себя. Линия производства снарядов. Но это не такое уж нечто. Нет, ну, другое дело, что у кого? У Турции они покупают. Но это при действующих санкциях. Если эти санкции, ограничения снять, а это должно случиться, как говорит Трамп, по итогам встречи с Эрдоганом сегодня, вот, то как бы мы понимаем, что Трамп как бы идет на сближение с турками. Так, а Не, что с не, Израилем будет? Они же не идет. Ну враждуют. как? Ну, слушайте, как они? Ну, они относительно враждуют. Ну да, Эрдоган с трибуны ООН назвал геноцид геноцидом. Ну, нехороший человек, антисемит конченый. Но ему, во-первых, нужно успокаивать собственное население. Если бы он хотел что-то сделать, ну, он бы, например, перекрыл нефтяной поток в Израиль. 80% израильской нефти идет через Турцию. Но он этого не сделает, потому что бытность министра финансов Израиля как раз хорошо тогда и сам Биби поднялся на иракской нефти, вообще на сирийской нефти. Схемы выстроены так, что все зарабатывают деньги. Причем огромные деньги. Поэтому, ну, Эрдогану, скажем так, прекращать поток нефти смысла особого нет. Даже для личного кармана, если уж на то пошло. Нет, погодите, Поэтому, Эрдогана же лишают российской нефти. Трамп четко сказал, ой, Эрдоган, да ладно. все. Да. Ну, Трамп сказал, что он поговорит с другом Орбаном, и тот откажется от российской нефти. Но Сияртов нам сказал, ну, понимаете, это все, конечно, таки хорошо, но у нас география такая, мы не сможем отказаться. Трамп сказал, о, хорошо, значит, санкции накладывать не надо. Так что, ну, это уже даже не театр абсурда, это уже маразм. И главное, понимаете, с Трампом, вот иногда даже я не могу понять, вот это какой-то хитрый такой, знаете, заговор, такой план за кулисы, или он просто идиот. Я скажу, все-таки пришел к выводу, что он просто идиот.
И Степан не стоит Геннадьевич, но это все все-таки путать. все же помнят ваши прогнозы по Ближнему Востоку, и многие Да, вспоминают. да, И да. смотрите, тут же опять-таки должно прийти время. Ну, Столкновение неизбежно. Оно просто неизбежно. Столкновение с Ираном неизбежно. Это уже даже никто не скрывает, ни американцы, даже судя по заявлениям того же Рубика, который он делал не так давно, на прошлой неделе, будучи в Израиле. Ну, про израильских официальных лиц я просто промолчу скромно, что они там несут. Столкновение неизбежно. Результат будет для Израиля очень-очень плачевным, потому что не от большого ума, конечно, Натаньяху атаковал Катар. Ну, совсем нет большого ума, там его нет уже, чуть не осталось. Может, когда-то и был, не знаю. Потому что это реально возбудило арабов, особенно саудитов. Дошло до того, что саудиты отказали США в использовании своего воздушного пространства, своих баз и всего остального для Израиля. Египет начинает мобилизацию. Египет уже нарушает все соглашения, потому что количество войск, количество техники. Ну, Израиль первым нарушил соглашение, да, оккупировав Филадельфийский коридор и не уйдя оттуда. То есть там все летит вообще, черт знает куда. Египет мобилизует всех, начинается мобилизация. То есть, наверное, Иран, скажем так, обнулит военный потенциал Израиля и энергетику, все остальное, а египтяне уже, скажем так, сконцентрируют евреев в границах 1967 года. Скорее всего, так будет. Когда это будет? Я думаю, если не в этом году, то в начале следующего года начнется. Может быть, даже быстрее. м, так как кто Потому стоит что за... иранцы уже начинают... Вот, у меня был, ну, я могу ошибаться, да, но у меня был такой, что ли, маркер. Когда иранцы начнут вводить по израильской морде ядерные программы, ядерными секретами Израиля, вообще всю ту информацию, которую они скачали у израильтян, а там они хорошо порезвились, красавцы, значит, они будут просто провоцировать Израиль на действия. Но я думаю, что действия боевые как раз начнутся с ударов по иранским прокси в Ираке. Я подозреваю, что это может... Причем они это, скорее всего, будут делать вместе с американцами. Они могут произойти вот в ближайшее время. С этого все начнется. Потому что, судя по, скажем так, непроверенной информации, сразу говорю, десятки тысяч сброда концентрируются и обучаются в Азербайджане, потому что граница с Ираном. А иракские курды очень прям рвутся в бой с Ираном. Вот надежда теперь уже не на пятую колонну и не на... Хотя я думаю, что агентурная сеть, хотя иранцы ее почислили, она осталась еще в Иране. Но теперь будет надежда уже, я думаю, на какие-то какую-то атаку уже с земли реальную, достаточно большими силами. А во-вторых, все вот это вот вокруг иранской ядерной программы и snapback sanctions, то же самое, это все было подстроено именно под этот момент времени. Единственное, что с экономической точки зрения это абсолютно ни о чем, потому что эти санкции касаются в основном ядерной и военной программы Ирана. Причем было очень интересно, красиво сделали на самом деле. И русские с китайцами, и с иранцами, что сказали иранцам, я понимаю, там типа Айтала у вас там фетву сдал с американцами, не говорить России найти и убить, правильно сделать. Но вы это самое, дурачков поиграйте чуть-чуть. Не надо делать так, что вот вы не кооперируете, поэтому эти санкции будут на вас наложены. А вы дурачков поиграете, там, поговорите с Россией, начните переговоры. Чуть ли там в губы не поцелуйтесь. Что и делал, кстати, министр иностранных дел Аракчи. А потом бац, снэпбэк проголосовали. А российский тайм выходит и говорит, ребята, пошли в жопу, мы будем все это игнорировать. Нелегально все это, неправильно. И все. Ну и на самого Гросси, говорят, там у иранской Досье там разведки. хорошее, да, да, да. Ну, там не только же на него иранцы собирали, понятно. Что просто использовали
Иран как сливной бачок. Все, что было у спецслужб, а у них, ну, думаю, на всех есть, у всех спецслужб крупных, сейчас будут сливать. И про ядерную программу Израиля сливают конкретные вообще вещи. И сразу задается вопрос: так, господин Россин, вот вы тут все, и вы, товарищи европейцы, вы тут все на мозге крутите по поводу нашей ядерной программы. А у израильтян вообще-то ядерная программа, она вообще доведена уже до ума, там ядерное оружие. А они вообще члены чего-либо? Вы вообще их мониторите или нет? Если нет, то почему? Почему такое предвзятое мнение к нам? И тут на самом деле идет игра-то политическая из-за общественного мнения, так называемого, не только глобального юга, но и даже Запада. Что, смотрите, ну, нас за что? Вот наш президент заявил с трибуны, что мы никогда не разрабатывали и не разрабатываем ядерное оружие. Действительно так, потому что существует ФЕТФа, аятоллы, верховного лидера. А израильтяне, они вообще типа не при делах. А вот смотрите, у них все есть, оказывается. Вот им доказательства. Мгм. Тут нормальные грузы затянули. Тут не просто хитрые китайцы с хитрыми кремлевскими играют. Тут на уровень выше игра. Их просто так используют. Типа вот, мы-то здесь ни при чем. Ушки, ушки. Ну и, конечно, вот этот посыл Трампа очень интересный, да, когда остановитесь, ну, имеется в виду не по поводу российско-украинской войны, сейчас о нем поговорим, об этом кейсе, а по поводу остановите разработки ядерного оружия. Ну, как бы тоже Он мне на интересно. этом напомнил золотого батона. Остановите, прекрати, остановитесь. Ну, так остановитесь, все страны, остановите. Януковича, да. Да, да, давайте остановимся. Да. Начни с Израиля, дорогой Трамп. Ну, так потому Признай, что, что у них ядерное оружие, потому что как только признается, что у Израиля есть ядерное оружие, а доказательства все выложены, все программы помощи Израилю должны автоматически прекращаться согласно существующим американским законам. да, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете, давайте поговорим об Украине, потому что это, наверное, самое главное, вот так вот на, скажем так, на финал нашей беседы оставим, так сказать, поле для маневра и прогностику, и оценок. Зеленский в интервью Axios обратился к чиновникам из Кремля, говорит, мол, чиновники, готовьтесь идти в подвалы. То есть он прямо угрожает бить по Кремлю. В ответ там Медведев вышел, говорит, что у Как нас, обычно, да. ну, как обычно, у нас есть, говорит, ну, он вообще, как бы, сейчас использует Медведева Российская Федерация, значит, то он Трампу говорит, как управлять миром через соцсети, то, Ну, вместо Жириновского пусто не бывает, поэтому да. то Зеленскому давай говорить о том, что у нас есть те, которые в бункер залетают ракеты. К слову, это очень на самом деле, ну, опять-таки, у нас просто нет причинно-следственных связей в медиа. Это очень тяжелое заявление Медведева. Не потешаться над ним надо и там дорисовывать ему бутылку Финляндии в мемах, а каким-то ну, таким надо задуматься, потому что ровно как вчера был прилет по полигону вооруженных сил Мгм. Украины в Черниговской области, где, внимание, были в укрытиях, ну там солдаты. И все равно погибшие, раненые, понятно, никто ничего не называет. В общем, трагедия и ужас, это есть уже видеофиксация и так далее. Я думаю, что там не были они в укрытиях, конечно, это. Ну, здесь что спорить? Так Куча хочу трупов. спорить, есть видео, то есть Удачный прилет. конкретно там укрытие, там еще что-то. А, Как вы думаете, пойдет сценарий войны после вот этой генассамблеи? Какой она будет? И, собственно, правда ли, вот многие приходят к этому мнению, что если отмести вот эту всю шелуху, ну, там, я имею в виду медийное заявление, там, крутого Зеленского, не менее крутого Трампа, все такие потужные, а по факту все расписались только в одном. Украина дальше будет воевать, гибнуть, страдать. Последние украинцы, да. И я Да. помню, как опять-таки критиковали. Мы так, нам же просто с вами. Мы по четвергам встречаемся. И мы-то помним, о чем шла речь там в разных эфирах, и все могут пересмотреть. Когда Димура говорил, что будут отключать от электричества Украину, все вот так вот там охали и говорили, так что вот это, о чем это он, вот это все, пропаганда, вот это. Так мы приходим к этому этапу. Вот сейчас октябрь, потом ноябрь.
Потому что тогда это было, ну, пассивность кремлевские решили, что это было политически нецелесообразно. А, Я с ними по поводу ведения СВО категорически по всем пунктам практически не согласен, но предпочитают варить лягушку на медленном огне. А так все, эскалация начинается. Я думаю, что вот это вот были всего лишь первые, скажем так, цветочки провокации с дронами и с этими непонятными беспилотниками, с якобы залетом в воздушное пространство Эстонии. А, Попытки, я думаю, что просто у европейцев расчет на то, что если вот эдакое что-нибудь отчебучить, чтобы вот все упали от варварства русских, Трамп таки вернется. Вот мне что кажется, на что они рассчитывают. Поэтому нужно ждать что-то такого вот сделают либо в России что-нибудь выкинут, чтобы спровоцировать Кремль на, как они скажут, непропорциональный ответ. Ну, а что пока? Вот еще раз я вернусь к этому примеру. Помню еще раз, когда начались только массированные удары вдруг осенью, сколько воплей было, взламывание ручек белых на Западе, и Трамп там что-то говорил, что Путин заблудший, я не понимаю, что он делает, мы же вроде так хорошо поговорили. А теперь это случается практически каждый божий день, и тишина. Все привыкли. Поэтому, раз Зеленский упомянул удары по энергетической инфраструктуре Украины, ну, значит, припекло. Это М, еще Западную Украину и пути снабжения так особо никто не накрывал. А сейчас будут накрывать. Могут и после выборов в Молдавии тоже что-нибудь там замутить. Если начнутся волнения после фальсификации выборов, они наверняка будут. Поэтому конец года, я думаю, будет богатым на всякие гадости. А 26-й это вообще, я думаю, будет год войны везде. Ну, так м, карты наглядели, что я могу сделать. Я как Нет. Чукча. Что вижу, то пою. Нет, смотрите. Моя палка, два струна, я хозяин, вся страна. Вот что вижу, то пою. Не обессудь. Если, понимаете, в чем дело? Тут просто какой момент? Есть мнение, что если начнется что-то большое, то в Украине оно все заглохнет и заморозится. Ну, в смысле заморозиться? Со стороны Запада может быть. Не со стороны России нет. Ну, Трамп сегодня говорит, остановитесь, Путин, остановитесь, время остановиться. А что не останавливаются? А что Европа не останавливается? Ну, вот еще раз, с точки зрения России, да, в чем проблема Украины? Если бы Украина капитулировала, согласилась на нейтральный статус, на ограничение своей армии, чтобы с Запада там вообще никогда и не было никаких войск, все прекратилось. Запад, ну, надо нанести стратегическое поражение России. Еще раз. Это их теория, это не теория, а это их неоконовская такая вещь. Открыто провозглашается теперь, и делается все для этого. Ну и вот, и как вы эти две точки зрения совместите? Никак. Соответственно, с точки зрения России, есть Украина, есть проблемы. Нет Украины, нет проблем. Кто там как, чего будет делить? Ну, Одессу с Николаевым надо взять. Вы знаете, мне кажется, что многие тоже разучились читать в отношении, ну вот в отношении, вообще читать разучились. Я вспоминаю Это не недавно, читать, а осмысливать прочтенное. Это, извините, вас перебивают. На самом деле, психологи уже установили, что люди, которые не... Когда вы читаете текст на экране, когда вы читаете книгу, у вас, оказывается, совершенно образуются другие нейронные связи, вы совершенно по-другому воспринимаете текст. Кто у нас читает книги? Да практически никто. ну вот я хотел как раз по этому поводу привести пример новой послицы Украины в США Стефанишиной. Ну, это бывший министр юстиции, девочка Вот, такая да, да, молодая. да, да. Она там, ну, как говорится, заступила. Хорошо, кстати, попала, потому что там убийство украинки она вроде как еще не заступила. Ну, в общем, и вот она между как бы здесь и там давала интервью. И у нее спрашивают, писателю давала, тоже там такому отбитому.
с востока Украины, с С Луганска, запада. с востока. С востока. Жадану есть такой, но он почти как с запада. Ну, в общем, и вот они с ним беседовали, он писатель, ну, там, и жнец, и на дуде и грец, а она вроде как вот, ну, вот, интересный же человек. И вот они с ним беседовали, она говорит, ну, какую книжку прочитала? Говорит, а я, говорит, нет, не читаю книжки. Ну, не то, что не читаю, я там не помню, какую я прочитала. Я вообще, я не умею читать. Я министр юстиции в бывшем, по документам, тексты, вот это все, то есть я читать не умею. И вот мне кажется, что многие не умеют читать. Я хотел бы, чтобы мы с вами проанализировали очень интересный материал. Он вышел вчера. И вчера все как бы шапочно похватали по верхам. Залужный выполз в медиапространство и начал говорить о тупике о фронте. Это совпало с Рогозиным, который тоже говорил, ну, по-своему о тупике на фронте. И это все запараллелили, и я в том числе во вчерашних там эфирах и так далее. Но тут пришла как бы мысля опосля. О чем говорит Залужный? Значит, вчера ее интерпретировали, что это тупик, но если внимательно вчитаться, то он как раз пишет, что не тупик. На поле боя наметился выход из тупика. Причем наметился в пользу России, благодаря дронам и новой тактике ведения боевых действий. Малыми группами, да. Дроны, по его словам, сформировали уже более чем 20-километровую зону смерти с высокой вероятностью поражения, где каждый тепловой след, радиосигнал атакуется. Недавно поражение гражданского транспорта на путях Славянск-Изюм, Славянск-Барвенково, это в статье пишется, подтверждает, что зона точного поражения постоянно расширяется. Короче, я не буду тут приводить, это все как бы военно интересно, это все очень замечательный материал. Но смысл заключается в том, и некоторые там даже производители в Украине, производители дронов, они так тоже вдумались, вчитались. Короче, пехоты не хватает будет. Пехоты. То есть, условно, группа 2 человека, 5 человек, вот они выползли, идут куда-то, пешком идут. А их уже в радиусе 20 километров уничтожают. У России превосходство по количеству, количеству, да, дронов на поле боя. И поэтому, кто бы куда ни вышел, где не перемещался, Да. просто перебьют пехоту. То есть железные А ее и птички так не хватает. А ее и так не хватает. убьют людей. Правильно. Да. Сейчас еще появились, ну, по крайней мере, украинские паблики стали писать, так залез, ну, случайно на самом деле наткнулся. Дроны уже с искусственным интеллектом. Ну, как, искусственный интеллект система АСУ практически. Стайками по 3-4 штуки, судя, вообще без оператора, без каких-либо каналов связи. Их выводят на транспортные артерии, а там они уже сами выбирают себе добычу, цели. То есть их невозможно заглушить. Потому что канала связи нет ни с чем. Поэтому, ну да, война дронов, совершенно другая война. Поэтому, когда, например, тот же генерал Келлог говорит, что вот русские нифига нигде не продвинулись, никаких нет мощных ударов, а их невозможно создать. Вы не можете еще раз подготовить логистику под такой удар. Потому что любая концентрация либо живой силы, либо техники, она тут же будет атакована дронами противника. И все, на этом заканчивается жизнь живой силы и техники. Ну, то есть, ну, да, товарищ, что с него взять? Боевой генерал, так сказать. Но если ты понимаешь, куда все идет, значит, надо как-то заканчивать. А почему-то никто не заканчивает. Почему? А смысл, вот еще раз, смотрите, ну, возьмите руководство Украины. Смысл тому же Зеленскому либо Ермаку заканчивать. Чем дольше война, значит, тем больше денег, тем дольше они живут на этом свете. Все, все банально. Что они, что их окружение. Что там будет со страной, какие там будут следующие условия, скажем, выставленные Путиным через 3 или 4 месяца, это их не волнует. Есть время воровать – воруем, есть время жить – живем. А дальше разберемся. Нам что-то обещали. Ну-ну, вам обещали. Спросите у Мишико, что ему обещали, как оно вышло, как его кинули с обещаниями. Ну, с Грузией некрасиво получилось у Зеленского.
Там Зеленского услышали. И ответили по-грузински. И по-грузински Каха Каладзе, бывший футболист, сейчас Да, мэр да. Тбилиси. Да, И, Харю рот помой, да. то есть это, конечно, такой специфический момент. Просто смотрите, я вот все к этому подвожу, но вот я не могу понять все равно вот этой сверхзадачи. Ну, например, сверхзадача там, расшатать, там, ну, в общем, поломать Россию, да, ее систему Да, власти. да. Ну, окей, все поняли, не справились. Ну, нормально, ничего страшного. Оставляем зудящий след, да, то есть какой-то Мгм. с Они не флешбэками. поняли. Вот вы делаете допущение, которое я много раз пытался объяснить и вам, и телезрителям вашим, что вы делаете такое допущение, что кто-то что-то понял. Чтобы что-то понять, нужно иметь объективную информацию с места. А разведка не дает такой информации больше. Она дает ту информацию, которую хотят видеть люди, принимающие решения, потому что разведданные везде сейчас, вот на Западе, что в России, не знаю про Китай, но они используются исключительно как, особенно на Западе, потому что там можно, ну, попасть в суд. Они используются не для выработки решений, а для обоснования уже принятых решений. Потому что, ну, вот, например, пишет не Макфол, а кто-то еще один из разработчиков американской вот стратегии по отношению к России, пишет, что вот он считает, что, например, господин Милов мощнейший экономист, и он следует его прогнозам относительно экономики России. Но судя по тому, что они делают, да, следует. Там много среди непримиримых борцов с кровавым режимом великих экономистов. Ну вот реально, вот какой идиот вообще, вот какой идиот. Ну, я знаю, какой идиот, да, там имена есть, Алексашенко, еще один товарищ, который здесь возглавлял, я уже забыл какой-то. Кстати, физтех заканчивал мужик, не, должен быть не дураком, оказался идиотом. Ну, вот идея блокировки счетов россиян и вообще идея канцеляции всех русских по паспорту. Это же они подкинули. У Запада была вот совершенно правильная с точки зрения и геополитики, и, скажем так, воздействия на население политика, что есть кровавый кремлевский режим, а есть население, несчастное население России, которое находится под его гнетом. Ну, хотя бы вы как-то людей, что ли, отделяете от руководства страны и пытаетесь таким образом их противоставлять и расшатываете лодку. Логично, логично. А потом что получилось? Все русские, они плохие, они как кровавый кремлевский режим. Во всем виноваты все москали. Ребят, вы идиоты, что ли? Реально идиоты. Ну и все, и получили еще раз то, что получили. Вместо каких-то протестов, недовольства, они получили естественное объединение людей под флагом, вокруг флага страны. Чего так получилось? Ну вот смотрите, А всегда так получается. нет, я вот просто смотрите, я вот не мог понять, вот эти все там, ну, уехавшие, сбежавшие из России в самом начале и раньше еще, которые сотворили вот эту там оппозицию, а, ну, время уже показывает, что нужно что-то как-то что-то менять, как-то меняться. Ну вот, например, там Невзоров у Дудя смешон, да? Ну, то есть все это оценили. То есть и Дудь стал, который задавал ему просто вопросы на логику. Ну, то есть он же не топил ни за кого, он не говорил там, не рвал на себе рубашку, а тут у него этот наколка с Путиным профиля, да, то есть нет, у него все как бы было нормально, просто, ну как, разматывал по дискуссии, по разговору. А Понимаете, здесь такой нюанс. а его обвинили, Дудь, что когда вы ли? говорите, Дудь кого-то размотал, да? Тут Дудя можно двумя пальцами размотать, а Дудь кого-то Нет, размотал. так Невзорова. Я и говорю, вы представляете, Невзорова, до величина. какого, до 60 какого, минут вот во что это. превратился Невзоров? Во что превратился Невзоров? Если Дудь его размотал. Вы, кстати, знаете происхождение, откуда возникли все эти Дуди и Кацы, лидеры общественных мнений, вдруг из ниоткуда? Британская программа
по гибридным войнам, формированию общественного мнения. Это ребята раскручивало. Ну, чтобы вы понимали контекст. И потом этот Дудь стал рашистом для украинской публики, и когда там с Да, да. абсолютным киевлянином он брал интервью, который не за Россию, который за Украину, Киев Стоунером, да, который там уехал, и его и марафон песочил, поливал, и одного второго. Короче, произошел какой-то вот такой перекос. Но фактически а, это ж все пошло, вот я вот не могу понять источника, где сломалось, где, ну, поломалась вот эта история. Это же был шанс для этих всех Каспаровых, Ходорковских и всех на свете. Да не было у них никакого шанса, по большому счету. Ну, я Кого имею в не виду, представил? война имеется в виду, как шанс. Шанс на что? Вернуться куда-то, Да, кем-то. да. Они из себя если ничего не представляют, у них шансы нулевые, от слова совсем. Потому что все бы все равно бы делалось под любимым демократическим соусом. Они непроходные. Это почему в свое время Путину пришлось вернуться во власть? Ну, потому что были серьезные опасения, что Медведев просто непроходной. Так и эти, они никто вообще. Понимаете, вот реально никто. А там, да, они выступают. Ведь еще проблема в том, что ЦРУшники, они, наверное, лет 20-25 назад, после уже развала Совка, они стали переходить от агентурной работы к аналитической. То есть реальной информации с мест, от агентов, скажем, общения с людьми, там попытки вербовки, еще что-то, они стали переходить к анализу того, что пишут уважаемая оппозиция и тому подобное, к анализу выступлений даже политических лидеров, такой фигне, экономическому анализу. То есть они потеряли, на мой взгляд, просто огромный пласт информации, которая бы, шла с мест. Потому что они реально думали, что почему я говорю, что стамбульский отказ от стамбульской договоренности был величайшей ошибкой Запада. Потому что план был такой, что сначала они думали сюда выдавить Навального и здесь его вольнуть. И ввести страшные экономические санкции против России. Ну, местные подсуетились, потому что чувак-то свой был. Начальником у него был Громов, администрации президента. Тоже такой интересный человек. Тут же его в другой аэропорт и на зону. Хорошо, не получилось. Ладно, будем втягивать Россию в войну. Долго втягивали, втянули. Экономические санкции. Страшные санкции, действительно. И подписали бы, скажем, Стамбульские соглашения. Что бы получилось? Да, Санкции остаются. отлично все бы получилось, ну, с точки зрения логики Запада. Время работало бы на Запад, Конечно, санкции. обиженная Украина, ну, вот эти на коне, ну, о которых мы говорим, вот это, как вы называете, либерота, да, ну, в общем, Да, да, либерасня. вот, Толерас. вот, они, как бы, да, они на коне, это же 22-й год, Сделали правильный вспомните. выбор. Но самое главное не в этом, еще раз, это и звать их никак. Экономические санкции остаются, ужесточаются. Война закончилась, никакого, скажем так, никакой накачки экономики войной нет. Далее уровень жизни падает, потому что начинает резко падать, потому что Россия была интегрирована в мировую экономику очень сильно и рушились все цепочки. Все смотрят, ну да, куда-то вторглись, что-то там все выторговали. Ну, не очень хорошо поступили. Никакой особой помощи от глобального юга тоже бы не было. Подпитки потребительского спроса за счет огромных выплат участникам СВО не было. Военных расходов не было. Санкции лежат. Санкции остаются. Экономика что делает? Правильно. Открывается медным тазом. И уже населению вокруг, скажем так, великого лидера, ну, как бы было бы тяжело объединяться, потому что война закончилась. Ну, ладно, там признали Крым, еще что-то, Донбасс. Ну, его на хлеб с маслом не намажешь. А тут совершенно четко народ увидел. Идет война, с кем мы воюем? Не с хохлами мы не воюем, мы воюем с Западом.
Против нас воюет весь Запад. Ну что, ладно, объединяемся, еще бабки огромные платят. Ну, Гособоронзаказ огромный. плюс еще я хотел добавить, что вот этот вот... Поэтому, скажем так, они это уже не уровень, конечно, Рокфеллеров, которые в свое время все планировали, Бжезинский просто озвучивал, даже не уровень того же, не Бжезинский, прошу прощения, Киссинджер, даже не уровень Бжезинского. Просто я хотел бы добавить, что вот это вот еще характер, который приобретает война, война такая террористическая, подлая, ужасная, ну, через... Это, извините, это новая война, это новый вид войны. Это гибридная война в чистом виде. Ну вот смотрите, элементарно, да, то есть это я в прямом эфире в шуме показывал. Человек, ну, видимо, там под воздействием у него отец и сын, его там приняли где-то там, ну, в глубинке России, а он подрывал поезда, он говорит, я даже сам выбирал цели в Телеграме с кем-то. То есть это биодроны. Дальше, по прилетам такая же точная история. Это гибридная война. То есть по прилетам удар, все обсуждали этот Форос в Крыму, да? Это санаторий ФСБ, дорогущий ресторан, 3 погибших, 16 раненых, жирные цели, какие, никто не говорил. Ну, в общем, прошло несколько дней, нашли, раскопали местную жительницу, там, а день рождения детский был. Ну, то есть, понятно, Наводили, что... да? Нет, Да? понятно, что там не бедные дети, и, видимо, ну, кого надо дети, Форос могут закрыть, этот, ну, вы поняли, Да. ресторан. То это понятно, что жирные цели. Но детский день рождения, и они там кричат, вот это свет вырубаются, ну, падают, там вот это все. То есть этот характер медийный, плюс вот этот вот такой подлый, который подсвечен, он тоже в минус Это пошел. не подлый характер, еще раз. Проводилась кампания по дегуманизации противника. В Украине там западенцы, это понятно, да, москали всегда все виноваты. А еще проводилась кампания по дегуманизации противника, и вот эта вот канцеляция русских, все остальное. Это новый вид гибридной войны. Атаки на инфраструктуру, имею в виду даже на цифровую инфраструктуру, попытки раскачать какие-то группы населения против других, скажем так, использование ценных иностранных специалистов для терактов, чтобы их ловили, чтобы все видели, что вот это делают ценные иностранные специалисты. Это все новый вид гибридной войны, и недаром вот эта Милфочка, которая стала главой Ми-6, она как раз большой специалист по этим делам. Ну, то есть дальше будет еще хуже. Да, да. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса. Засиделись мы со Степаном Геннадьевичем, как вроде не виделись давно, а по четвергам встречаемся, поэтому привыкайте, ставьте лайки, пожалуйста. Значит, откажется ли актер Зеленский от власти? 2%. Да, он давно понял, что это не его. 11%. Если только предложат роль какую-то другую получше. 21%. Это не прописано в его роли сегодняшней, отказываться от власти, то, что он сегодня сказал. Ну и 67% не хочет отказываться, не будет, а будет до последнего хрипа сидеть. Ну, в общем, мнения сошлись, Степан Геннадьевич. У вас с аудиторией что радует? По крайней мере, друзья, спасибо большое, что смотрите. Нас почти 31 тысяча. Пожалуйста, поставьте лайк. Вот прям в прямом эфире возьмите и поставьте. Потому что я уже объяснял в самом начале стрима, что, ну, есть определенные тонкости. Плюс подсанкционный канал, плюс вот эти все алгоритмы. Это ведь тоже показатель времени. Когда четко проходит 5 лет, и YouTube выходит и говорит, ну да, мы вот про выборы, про чумку, мы вот это все клац-клац. Ну, это ж так давно было, давайте простим, забудем. Да, давайте признаем, простим, забудем, а люди до сих пор... И я более того уверяю всех, многих, у кого сейчас отключают YouTube-каналы, просто сносят без объяснения причин. А Ну, потом... их тоже простят, через 5 лет скажут, ну да. Ну да, ну бывает, что там миллионники, там еще какие-то каналы. Поэтому, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, это очень важно. Перейдем к вашим вопросам. Давайте в режиме Блиц, Степан Геннадьевич, поехали. Значит, Александр задает вопрос. Лидеры Европы, Англии, Франции, Германии, как расценил посыл Трампа Путину о бумажном тигре и войну за неделю? О каком доверии Путина будет месяц ждать Трамп? Сделает как с Нетаньяху? С Нетаньяху параллели не понял, но вот как расценили лидеры Европы? Ну, я думаю, я не знаю, как они расценили, судя по их реакции, по их лицам, они и по тому, что написал или сказал Туск,
но он, скорее всего, эстонец, да, до него наконец дошло, как пиндосы их кинули. То есть они пытались кинуть пиндосов, ну, вернее, втянуть их в войну, чтобы они не уходили, поэтому устраивали вместе с Зеленским все вот эти демарши по поводу, выдвигая требования явно невыполнимые, чтобы только никаких мирных переговоров не начиналось. Ну, а Трамп, что, он ушел. Адьос, амигос. Месяц, ну, понимаете, вот Путин же, его любимый, его обманул, оказывается, предоставлял ему неверную информацию. А вот генерал Келлок и Это да. наркетик ему правду сказали. Но я думаю, что Трамп, он такой достаточно подозрительный товарищ. И он подумал, а вдруг и эти обманут? Вот мы тут напели, что мы сейчас куда-то выйдем. Давайте-ка я месяц подожду, посмотрю. Мгм. Как говорится, Николай, я всегда, как говорит Трамп, я всегда за тех, кто побеждает. это да. Так что, может быстрее Путина простит, я не знаю. Еще и в Афганистан вернется, Степан Геннадьевич. Ну, это, о чем туда полез-то, дурачок? Когда после того, как судьи-то сказали, дорогой Трамп, после Да. того, как твоя шестерка тут отчудила, Мы к Пакистану иди. поближе, к его ядерному зонтику, да. Ну, они, между прочим, саудиты платили за этот ядерный зонтик, и они просто формализовали соглашение, что Пакистан разрабатывает, саудиты платят, но в случае чего Пакистан предоставляет. Поэтому тут же Трамп и побежал в Афган, на базу Баграм. Правда, не зная истории, как всегда соврал, что ее строили не американцы, ее строил Советский Союз в свое время. Значит, Николай, добрый вечер. Степан Геннадьевич, почему российское руководство практически потакало Майдану? Очень Крым хотелось. Я думаю, при желании Россия могла бы помочь Януковичу не допустить того, что произошло. Ну, пытались, я думаю. Просто посмотрите, сколько так денег было потрачено на так называемую русскую весну в 2014 году. И что получилось? Поэтому одно дело хотеть, а другое дело выполнять это на практике. Как говорится, набирают преданных, а спрашивают как с умных. Ви- Простое объяснение. Виталий, Степан Геннадьевич, вопрос к вам. Каковы шансы, что Зеленский сделает вид, что не понял издевательский тон Трампа, подбадривающего идти на границе 91-го, возьмет Зеленский и пульнет штормы, фламинги с помощью французских спутников по чувствительным точкам России? Начнется, Может. начнется серьезная эскалация, а глобалисты тогда заверещат. Это все Трамп, это он наускивал Зеленского. Заранее Да спасибо ну, за ответ. слушайте. Да ну. Нет, это вы немного усложняете. Во-первых, я думаю, еще раз повторюсь, я думаю, что Трамп, то, что он говорил искренне, потому что, судя по всему, он немножко переобщался с генералом Келлогом. Соответственно, у него в голове что-то отложилось. На какое время, я не знаю. Может, день хватит, неделя, не знаю. А дальнобойное оружие, ну, там тоже, понимаете, Зеленский говорит, что нам разрешили, Трамп говорит, нет, не разрешаю. Это тоже может все меняться, слова несколько раз на дню, как мы все уже теперь поняли. А дальнобойное оружие, думаю, будет так или иначе использовано в качестве, скажем так, достаточно болезненного, неприятного медийного удара, чтобы спровоцировать Кремль на, ну, Ядерку, на что-нибудь такое варварское. да, на Например, ядерку. ну, да не, ну какая ядерка? Тут без ядерки можно спокойно, я не знаю, центр Киева в асфальт закатать, по большому счету. Зачем ядерку применять? Ну и, соответственно, в надежде на то, что весь мир увидит и ужаснется, и Трамп вернется в войну. Эскалация, еще раз говорю, она только начинается. И потом я думаю, что вот этот вот план паутина, который был исполнен не совсем удачно, я думаю, еще здесь осталось у Ми-6 и у наших партнеров много возможностей и сетей. Мгм. Значит, следующий вопрос. Это, кстати, очень интересный. Владимир Галяченко задает. Надо вдуматься. Значит, здравствуйте. Может ли получиться такая ситуация? Начинается кризис, все цифровизируют, токенизируют и так далее.
А обладателей золота, серебра даже не запретят законами, просто через блокчейн запретят покупку и продажу. Не предназначены, мол, цифровые деньги на покупку и продажу металлов с сомнительным происхождением. У тебя, получается, есть золотые, серебряные монеты, а пойти в магазин хлеба купить ты не можешь. И государство скупит все по сильно заниженной цене. Есть ли смысл уходить в драгоценные металлы? Слушайте, во-первых, это все зависит от введения и принятия тем же населением цифровых валют центральных банков, скажем так. В Нигерии такой опыт проводился, закончилось все печально для правительства. В России, ну, в России, слушайте, посмотрите на всех этих алфавитных, как я их называю, зумеры, шмумеры, пумеры и остальные, альтушки, пампушки. Когда начинают глушить интернет в России, да, посмотрите на них, на несчастных. А теперь подумайте о планах цифровизации всего и вся нашим замечательным правительством в условиях неустойчивого интернета. Так что, еще раз я повторю, что вот я не просто так здесь пока нахожусь в России, потому что это то место, где, скажем так, все великие планы за кулисы, они разбиваются с суровой реальностью вертикали власти. А суровую реальность такой-то матери, да. Да, 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 да. С помощью лома какой-то матери все открывается за 5 минут. А, Михаил спрашивает: Степан, скажите, по вашему мнению, какой предел госдолга для США, хотя бы примерно абсолютный и относительно к ВВП? Трудно сказать, понимаете. Посмотрите, например, на размер госдолга Японии. Там под 200. Если не ошибаюсь. Ведь нужно смотреть не на предел, и нужно использовать не только госдолг, а совокупный долг всех корпораций, включая правительство, ВВП. И помнить, что ВВП практически это то, как он сейчас считается и публикуется, это практически финальные продажи. А долг вы обслуживаете из прибыли. Поэтому этот долг в принципе не может быть обслужен. Вопрос в том, я имею в виду суммарный долг. Если у правительства долг в своей валюте, оно всегда его может обесценить вместе с валютой. Скажем так. Попытаться. А корпорациям тяжелее, они валют не печатают. Виктор, Степан Геннадьевич очень разный, но Александр на канале здраво рассуждает, интересно слушать. На своем телеграм-канале очень много желчи на институты власти в России. Почему? Где настоящий Димура? Может, просто заразительного смеха не хватает? Еще раз, Чукча читатель, Чукча не писатель. Какая желчь? Ну, называю главу Центрального банка Брошкиной. Ну и что? Она брошки носит. ЛЛС пишу. Ну, посмотрите на ее образование. Ельский университет в том числе, если не ошибаюсь. Агент Ми-6. Еще раз, вы не понимаете, вот все эти так называемые патриоты, они не понимают, что я самый патриотичный из всех патриотов. Объясню почему. Года 3 назад президент Путин на очередной пресс-конференции годовой задал архиважнейший вопрос момента. Какой? Вы же умные люди, почему вы считаете нас придурками? Почему вы думаете, что мы придурки? Я ему всячески помогаю ответить на этот архиважнейший вопрос. Поэтому я самый патриотичный из патриотов. Да, Петр, Степан Геннадьевич, так, так появление в сервировке стола спонсирование Украины замороженных активов России неизбежно? Ух, как завернул. Видать, Красиво, много красиво. читает, да, много читает явно. Ну, попытки есть, попытки будут. Они пытаются использовать это как collateral. Но я думаю, скажем так, даже уверен, что все закончится для Европы очень печально. А именно, Россия договорится с США, что все свои замороженные активы она инвестирует в США. И вот тогда европейцам будет очень жестко. Приплюсуйте нужду срочно возвращать пиндосам 300 ярдов, которые они уже потратили якобы. Причем цифра в 300 ярдов тоже, то знаете ли,
для расследований всяких интернета и исследований. Но на этом я останавливаюсь по поводу этой цифры. Мгм. Тут возмущается пользователь, говорит, вообще, а где БПЛА? Несколько дней уже без налета по Украине 800 плюс гераний, в кавычках, и по всей территории и напрягает, потому что сразу возникает конспирологическая мысль, что к чему-то готовятся к большой войне. Дожились, нет прилетов, не знаешь, что и думать. Что думаете по Ну, этому не поводу? знаю, поскольку БПЛА производится сейчас раза в 3 больше, чем используется, я думаю, стратегический резерв уже создан. Ну, может быть, и он, знаете, чтобы лишний раз там не было никаких воплей, криков. Не знаю. Значит, Денис Лукьянов, добрый вечер. Часто слышу, что американцы, ну, тупые, прямо по-задорному. И из Афганистана сбежали, и Украину кидают, и долг у них чудовищный. Они не кидают Украину. Но глобально у них все хорошо. А у нас под Западом горящий талибский, под задом горящий талибский Афган, горящая Украина, и Грузия была, и Азербайджан с Молдовой разжигают. Они точно тупые, а мы точно умные. Ну, какой-то идиот, честно говоря, спрашивает по одной простой причине, что ушли из Афгана, кидают Украину. Я, честно говоря, не вижу здесь никакой тупости в уходе из Афганистана и выходе из войны, которую ты проиграл. Что касается горящего каких-то талибов, чуваки, талибы наши лучшие друзья. На минуточку. Талибы очень не любят таджиков, например. Так а где И связь? талибы. Ну, я тоже, вот, товарищ говорит, у нас какие-то горящие талибы. Теперь талибы наши эти самые. Ждем мы. Кто там горит, я не понимаю. Может, у него пердак горит? А талибы наши земы. Мы хорошо с ними подружились. Вместе с китайцами. Так что А, товарищу бы сначала как бы это самое, что ли, ну, с фактами познакомиться, а потом делать какие-то идиотские выводы. Чат трансляции, поехали. Вопрос, значит, Степан, как вы думаете, когда появятся дальние дроны с ядерной начинкой? Или они уже есть, но нам об этом знать не надо? Спасибо. Не знаю, честно говоря. Да я думаю, что вполне Ну, вероятно, я что... думаю, ну что, смотрите, ну были чемоданчики, да, ядерные. Были. Что мешает такой чемоданчик загрузить в какой-нибудь дрон? Ничего. Ну и плюс, это же как... А дальний, наверное, имеется в виду, ну, я не знаю, ну, сделайте побольше дрон такой. Герань там, я не знаю, размеры в 3 увеличьте. Ядерный чемоданчик туда. Вместо одного 3 реактивных движка. Вот он. Дрон на 5-6 тысяч километров. Может, чуть меньше. Вопрос... Зачем просто они нужны, я не понимаю. Нет, смотрите, нужны, как не нужны. Ну, Тут же... слушайте, дрон, вот дрон, несущий ядерный заряд. Как себе люди это представляют? Так, Его легко сбить. так Его легко нормально, сбить. ну И нормально засрать, представляют. извините меня, какую-то часть территории. Когда есть, скажем, тот же гиперзвук, лучше чемоданчик в него засунуть. Его тяжело сбить, доставка быстрая и верная. Ну, Значит, ну опять-таки, давайте так. В советских войсках, и вы об этом знаете, были артиллерийские снаряды, да, и у американцев были, и да. у Это для американцев ближнего, ну, относительно для тактического театра действий, как-то да. не возникало, что там чего засрать. То Ну, там, есть, извините, ну, сколько там, 30 кило. да, Ну, во-первых, это были, насколько я помню, термоядерные заряды, да, относительно чистые. Человек говорит, дальний дрон. Что такое дальний дрон? Дальность несколько тысяч километров, правильно? Вот смысл в нем какой, когда есть ракеты средней дальности. мгм. Так, значит, вопрос Степану Димуре немного в другой сфере. Конкретно, как конкретно ваш знакомый готовит модифицированную воду? Степан как-то рассказывал об Я этом. не буду об этом говорить, И, как он ее... и Это не попробовал мой ли, знакомый, и мой попробовал ли знакомый, мой Степан ее знакомый. Я сам? понял, да. Мой знакомый, так сказать, не мой знакомый, это человек, которого мне представили. Он лабораторный кролик в этом деле. Не он готовит воду, у него есть прибор. Прибор разрабатывал, делал не он. Прибор разрабатывался
в очень крупном академическом институте физическом Российской академии наук. Мгм. А что за... Одним А в чем большим смысл академиком. модификации? Объясните просто. А смысл модификации в том, что вы модифицируете воду, и достаточно употреблять, во-первых, 200-300 грамм воды в день, потому что именно столько усваивается организм. Не ЖКТ, как говорят, да, а именно организм. Все остальное уходит в пар, в мочу и в пот, скажем так. Изменяются свойства крови, свойства клеток изменяются. И, ну, скажем так, не то что омоложение, но продление жизни организма и его функциональных возможностей. Живая вода. Она не живая, она просто останавливает или нормализует процессы обмена веществ в организме, скажем так. Мгм. Я понял. Ну, просто что, чтобы понимали, о чем речь. Это я это самое, меня этот разговорил, как его Франциско Юрик, про разговор Путина с товарищем Си Да. про 150 лет. Говорю, Юрик, слушай, расслабься. Это давно сделано. Уже есть, уже. Да. Ну, и мы Ну, не же... то чтобы 150, Не, но ну мы же тоже и сказки знаем, вот эти живо, русские. да, да. Да, да, конечно. На самом деле, может быть, в каждой сказке есть доля правды. Ну, все же прикалываются, эти «Свет мой зеркальце и скажи», Кстати, вот это вот все, все. как Это все всегда, селфи, это все вот телефоны. это исследование, оно началось, как всегда, с космоса. Был поставлен вопрос, что, слушайте, тянуть столько воды, тянуть тяжелые установки по, скажем, очищению мочи, очищению воды куда-нибудь на Марс слишком накладно. Как бы вот посмотреть, может быть, ее как-то можно электромагнитным полем облучить, чтобы пили меньше. Ой, Степан Геннадьевич, вы все еще верите в любовь? Владимир Студеникин спрашивает. Да. Это прекрасно. Оксана интересуется, значит, Латынина такой Но не к же... ближнему. Я понял, не к ближнему, к дальнему. К дальнему. Оксана интересуется, Латынина такой же проект, как и Невзоров? Спрашивает. Как вы думаете? Ой, слушайте, я не знаю, просто я вам скажу так, что бороться с «Газпромом» на деньги «Газпрома» – это нечто. Делайте выводы сами. Просто это люди все из серии, что они видели корыто, но их корыту по каким-либо причинам не допустили, и они очень сильно обиделись. Вопрос, Степан Геннадьевич, еврейцев ждет исход в Египет или снова 40 лет по пустыне? Круг замкнулся? Ну, по пустыне, я думаю, не получится, потому что у иранцев будет грязная бомба, обычно ядерная бомба. Кроме шуток, я думаю, что все может закончиться очень печально, что еврейцы начнут применять ядерное оружие, на что мусульманский мир, в том числе Иран, наверное, ответит своим ядерным оружием. А оно у них грязное, поскольку у них обычные ядерные бомбы, не термоядерные. Алиса спрашивает, уважаемый Степан Геннадьевич, считаете ли вы Путина диктатором, а россиян людьми с рабской натурой? Отчасти, да. Но у нас как? У нас же ведь... Сколько у нас было лет советской власти, совка, большевизма. До этого у нас был царизм. Ну и замечательная религия на нашей территории. Религия рабов, так называемая. Подставь вторую щеку, что называется. Поэтому здесь, к сожалению, долгая история. Но единственное радует, что показали, опять же, ученые на крысах, правда, что поведенческие особенности передаются по наследству через РНК, а не через ДНК. Поэтому это все обратимо. Если вы посмотрите на молодое поколение, всех этих пумеров, зумеров, как я их называю, над ними стебусь, потому что они, к жизни, по-моему, не подготовлены от слова совсем. И А, не очень умные, образованные. Но они, по большому счету, очень свободные люди, если их сравнивать со старшим поколением. Это небо и земля. Давайте вот такой еще вопрос. Техник, пользователь
ник такой уточняет, так Россия договорилась с США по Украине или США Да. стремится к Нет, стратегическому нет, поражению договорились. России, используя Украину? Это разве не Нам противоречие? нет, не противоречит. Объясню почему. Потому что договоренности по Украине есть, но договоренности были отчасти достигнуты потому что будет продолжение войны. Но США то лезть не будут. Соответственно, у них еще остается надежда, что экономика очень слаба, армия – это бумажный тигр, соответственно, рано или поздно русские собственным дерьмом и захлебнутся, как они считают. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Потому что, еще раз, решить вопрос Украины не на поле боя просто невозможно. Потому что позиции сторон, как я много раз говорил, они прямо противоположны. Мгм. Говорят о повышении уровня золотовалютных резервов до каких-то сказочных цифр, при том слышим, что дефицит бюджета и повышение налогов. Как говорится, а где деньги, Зин? ЗВР за бугор снова отправят? Спрашивает Таурица. Я не знаю, о каких ЗВР они говорят, когда якобы 300 ердов заморожены там, поэтому о них можно забыть, почему они их учитывают. А во-вторых, ну, посмотрите на Британию, что там происходит после... Да не только на Британию, посмотрите на любой крупный город США, который превратился в гетто. Почему? Ну, потому что поднимали налоги. И вот посмотрите на тот же, например, это, кстати, еще при Кудрине было, когда они что-то там подняли, я сейчас не помню, по-моему, налоги на доходы, в результате собираемость упала, все ушли в тень. Так и здесь, посмотрите на утильсбор, подняли, его собираемость сократилась. Сейчас еще раз поднимут, собираемость еще больше сократится. Потому что люди перестанут покупать машины. Например. Я еще раз говорю, я считаю ЦБ и Минфин слабоумными. Реально, могу на пальцах даже объяснить, но не буду. Много раз это делал. Просто надо понимать одну простую вещь, что у нас очень низкое отношение долга к ВВП. И все, в принципе, разумные страны, где экономический блок имел хотя бы 1,5 извилины, при таком отношении долга к ВВП всегда увеличили долг. Потому что в данный момент у вас совершенно идиотская политика монетарная Центрального банка. Бизнес сейчас по последним опросам чувствует себя хуже, чем в 2000 году, во время начала чумки. И увеличивать поборы и сборы, ну, надо быть полным идиотом, в общем-то, коими они и являются, когда у вас есть возможность брать займы на рынках на рублевых. Да, Между значит, прочим, тем самым эти бы клоуны бы нейтрализовали часть рублевой массы, которую сами создают. Но это уже для них это недостижимые высоты интеллекта. значит, спрашивает пользователь Тимурия, если бы вас, Геннадий, тащили за руки, за ноги ТЦКшники, вы бы сопротивлялись? И как, Являлся Владислав Ерохин? всеми доступными способами. Вот. И давайте завершим наш стрим сегодняшний этим вопросом. Он достаточно важный, актуальный и очень острый. Потому что там 3 дня остается до выборов в Молдове. И это вот тоже такая точка отсечения. Очень много вопросов там, что ждет фальсификация, Санду выиграет, проиграет. Там же Плохотнюка вернули, называют Молдавский Березовский. Понимаете его? Как раз же, ну, все это к выборам, мы понимаем. Есть мнение, что, опять, я хочу, чтобы вы высказались на этот счет, что условно Санду, опережая условный Майдан, протесты, в общем, сфальсифицировав выборы, пойдет войной на Приднестровье вместе с Зеленским, который тоже там примет участие. Путина вынудят каким-то боком отвечать каким-то образом. Почему-то считается, что он будет стремглав броситься на Одессу, там, переплывать Днепр и попадет в одесский капкан. И тогда, собственно, вот этот весь, ну, новое дыхание войны и вот этот план о том, что все развалится, разрушится, и россияне скажут: ё-моё, нахрена нам нужно было это Приднестровье, с Украиной не закончили, и, собственно, все по новому кругу. Ну, первый вопрос. А есть кому одесский капкан ставить?
Все силы, которые готовились к очередному хрюко-наступу, элитные силы, брошены на север Покровск. Есть тактические успехи, но горы трупов просто. Как Курская область, даже больше. Кто там будет капкан ставить? Это первое. Второе. Здесь же ведь, смотрите, чтобы создавать Майдан или организовывать Майдан, нужна руководящая управляющая сила. В Приднестровье, я думаю, и не только в Приднестровье, но и в Гагаузии она есть. Финансируется из Москвы. Вопрос. В данной ситуации нужно ли идти на провокацию Запада, который только и ждет? Я думаю, нет. Поэтому вполне возможно какое-то недовольство результатами выборов, которые, я думаю, Сандерс с треском проиграет, но будет все нарисовано, как уже было не раз и в Молдавии, и в той же Румынии. Недовольство будет, но оно будет, если Кремль так посчитает, я думаю, что у них ума хватит как раз посчитать так, что недовольство нужно выразить, но не попадаться в капкан вот именно массового недовольства, которое спровоцирует Санду и Зеленского, который открыто, между прочим, об этом сказал с трибуны ООН. Да. Но решение вопроса силовым методом. Посмотрим. Еще раз, чужую голову мозги не всунешь, но в данной ситуации я бы так и повел. Пусть ситуация при Санду станет еще хуже. Но я думаю, что она не досидит до конца своего срока. Степан Демура был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо вам, что выслушали и потратили время. Да, друзья, значит, ссылка в описании на семинар Степана Геннадьевича, свежий, 1 октября. Переходите, интересуйтесь. Вообще, посмотрите, что там, да, это в описании к этому видео. Всех призываю поставить лайк, написать хороший, добрый комментарий. Всем доброго вечера, доброй ночи. Берегите себя и друг друга. Увидимся. Удачи.